Привет, армия. Это смешно, раздражает и абсурдно, как Тэхён и Чингук составляют пару всей индустрии, но не друг другу, когда они единственная настоящая пара. Это почти комично, если не так раздражает, видеть, как каждый день о них появляются новые слухи только из-за малейшего взаимодействия с кем-либо. Одного взгляда, фотографии, слова достаточно, чтобы интернет взорвался бессмысленными заголовками, как будто дышать одним воздухом с другим артистом – достаточная причина, чтобы завести роман. Тэхён и Чингук – айдолы к-поп, часть огромной и требовательной индустрии, где посещение мероприятий, гала-концертов или церемоний награждения является неизбежной частью их профессиональной жизни. Конечно, они встречаются с другими артистами, общаются с ними, делят сцену или улыбаются на камеру, это нормально и совершенно профессионально. Однако, похоже, некоторые люди отказываются понимать разницу между дружеским взаимодействием и романтическими отношениями. Самое примечательное, что за все эти годы Тэхён и Чингук ни разу никому не дали повода думать, что они любят кого-то, кроме друг друга. Тем не менее, каждый день предпринимается новая попытка связать их с кем-то другим, это отвратительно. А порой даже жестоко, постоянно находиться в паре с разными людьми, независимо от того, мужчина это или женщина, по причинам настолько случайным, что это почти смешно. Следующий шаг, в таком случае, это прочитать, что Тэхён и Чингук влюбились просто потому, что дышали одним воздухом на каком-то мероприятии. Еще вчера Тэхёна связывали с 3 разными женщинами. Когда я увидел заголовки, я не мог поверить, смеяться мне или плакать. Я смеялся, но усталым смехом, тот, который появляется, когда что-то выходит за рамки логики. Читать дикие теории о том, что они оба якобы встречаются с одним и тем же айдолом, было сюрреалистично, как будто некоторые люди соревновались, кто может написать самый безумный слух. Я искренне надеюсь, что однажды Тэхён и Чингук подадут в суд на всех, кто распространяет подобную чушь. Ведь это не только вредит их имиджу, но и принижает их отношения, настоящие отношения, которые очевидны всем, кто следил за ними годами. Но самые худшие – это не сами слухи, а то, откуда все это взялось. Все началось с группы людей, которые упорно отказывались принять правду. Их кумир годами лгал им, создавая образ, не соответствующий действительности. Они говорили, кричали и обвиняли друг друга, утверждая, что Тэхён со всеми связан, игнорируя правду, которая всегда была прямо перед ними, правду о гетеросексуальности Чимина, раскрытую его собственной девушкой, и их отношения были подтверждены их агентством. Все было предано огласке. Но эти фанаты оставались в плену своих фантазий, отказываясь видеть очевидное. Они предпочитали жить во лжи, чем принять истинную правду. А затем, чтобы поддерживать эту иллюзию, они создали, исказили и сфабриковали невозможные отношения. Они были неразрывно связаны с Тэхёном, с каждым, кто приближался к нему, встречался с ним взглядом или делил с ним сцену. Они, казалось, не могли вынести мысли о том, что их история рухнет. Поэтому они создавали дымовую завесу, чтобы избежать реальности. Но как бы они ни старались, они не могли ничего изменить. Тэхён и Чингук, близкие парни и предполагаемая пара, подарили нам один из самых прекрасных и драгоценных моментов, которыми они когда-либо делились с нами. Эта прямая трансляция была не просто какой-то трансляцией, это прямое окно в их мир, один из тех моментов, когда, сами того не осознавая, они открывают дверь своих сердец и впускают нас в свою жизнь. Как будто мы были молчаливыми свидетелями любви, которая кажется такой реальной, такой искренней, такой их. Все началось с маленькой детали, которая для многих осталась бы незамеченной, но для тех из нас, кто следил за их историей, это значило гораздо больше. Мы узнали, что эти двое влюбленных использовали Riff, приложение, которое позволяло им синхронизировать свои телевизоры, чтобы они могли смотреть что-то одновременно. Простая, но очень символичная функция, она была невероятно популярна среди пар, которые хотели делиться моментами на расстоянии, видеть друг друга и чувствовать близость, даже когда они не были в одном месте. И вот они, Тэхён и Чингук, разделяли этот опыт, как будто это было самым естественным явлением в мире, как будто вселенная совпадала каждый раз, когда они решали провести время вместе. Тэхён включил телевизор этим небрежным жестом, в то время как Чингук взял пульт и начал искать Уинтер Эрхит, и в этом маленьком, повседневном действии было что-то волшебное, утешение того, кому больше не нужны слова, чтобы понять друг друга.
С этим заботливым взглядом Чингук не мог не позволить своему голосу звучать немного тише, когда он окликнул его, и затем, словно любовь вырвалась наружу без разрешения, он мягко похвалил его: «Он такой красивый». Тэхён улыбнулся со смесью застенчивости и уверенности, присущей только ему, и в этом коротком обмене чувствами можно было почувствовать все. Но никто не ожидал, что произошло дальше. В тот самый момент, когда раздались слова «Я буду с тобой», Чингук посмотрел на него так, что время остановилось. Это был взгляд, не нуждающийся в переводе, взгляд, который говорил без слов: «Она только моя». В этих глазах была смесь гордости, привязанности и преданности, которую невозможно было скрыть. Глаза — зеркало души, и глаза Чингука в этот миг раскрыли все, и тут произошло самое прекрасное. На несколько минут Тэкук забыл, что они в реальном времени. Они позволили себе увлечься своим истинным «я», две души, любящие друг друга безоговорочно. Их жесты говорили на языке, понятном только им. Чингук хвалил Тэхёна не только за его красоту, но и за его мужественность, и он сделал это со смесью уважения и восхищения, присущей только тем, кто по-настоящему любит. Тон его голоса слегка изменился, он стал теплее, глубже, как будто каждое слово содержало признание, которое ему больше не нужно было скрывать. Момент был настолько естественным, что невозможно было не улыбнуться. Это была любовь, и ничего больше. Каждый их жест отражал одно и то же — нежность, привязанность, преданность. Тэкуки всегда были такими, друг к другу, как самые красивые и дорогие люди. Неважно, как они выглядели, неважно, что говорили или говорили другие. Особенными их делало не то, что они говорили или показывали, а то, чем они делились, когда были вместе, то, как они смотрели друг на друга, как они смеялись вместе, как они находили убежище в присутствии друг друга. Это то, что выделяло их как больше, чем просто коллег или друзей. И по мере того, как продолжалась прямая трансляция, фанаты осознали это. Связь, которая не нуждалась в ярлыках, это было всегда, воплощенное в маленьких жестах, в мимолетных взглядах, в простых, наполненных эмоциями словах. Этот момент был лишь очередным доказательством того, что не требовало доказательств, что Тэхён был настоящим. Что бы ни говорили скептики и не пытались разубедить их, сколько бы людей не пытались их связать, правда заключалась в том, что между ними было что-то нерушимое. Связь настолько глубокая, что она превосходит любое внешнее повествование. То, что их связывает, это не просто привязанность или дружба, это связь, выстроенная годами, доверие, уважение и любовь, которые не нужно провозглашать, чтобы их чувствовать. Самый показательный аспект связи Тэхёна и Чингука заключается не в одном изолированном жесте, он заключается в тихом накоплении множества мелких, кажущихся случайными деталей, но, соединяясь, они создают невидимый узор. На первый взгляд эти моменты могут показаться спонтанными, мимолетными мгновениями, которые любой наблюдатель может упустить. Но при более внимательном рассмотрении открывается тонкая, почти незаметная хореография, которой владеют только они. Каждая улыбка, каждое случайное прикосновение, каждый обмен взглядами содержали тайный язык, не нуждавшийся в переводе. Тхэкукерцы не ограничивались отдельными жестами, их взаимодействие имело свой собственный ритм, эмоциональная рутина, которая повторялась каждый раз, когда они были вместе, создавая близость, которая казалась естественной и в то же время непоколебимой. Эта рутина заставляла их казаться больше, чем друзьями, больше, чем лучшими друзьями. Она создавала ощущение, будто они были частью одной и той же вселенной, которую понимали только они, где каждое действие имело вес, а каждое молчание говорило больше, чем 1000 слов. Но как раз когда все, казалось, зависело от этих крошечных фрагментов, произошло неожиданное. Как только были произнесены слова «Я буду с тобой», Чингук посмотрел на нее так, что время остановилось. Мир вокруг него исчез, и каждая секунда казалась бесконечно долгой. Этот взгляд был полон смысла, взгляд, который не нуждался в переводе, взгляд, который говорил без слов «Она только моя». В этих глазах смешивалось нечто, что невозможно было не заметить: гордость, привязанность, преданность и проблеск нескрываемой нежности. Эти глаза были зеркалом души, и взгляд Чингука в этот момент рассказал целую историю, открывшую глубину их связи и надежность взаимной привязанности, не терпящей прерываний. Одним из самых захватывающих аспектов их отношений было то, как они общались без слов, как малейшие жесты, паузы, молчания передавали больше, чем слово. Некоторые считали все происходящее между ними частью фан-сервиса или спектакля для камер, но существовала огромная разница между постановкой и той искренностью, которая излучалась, когда они были вместе.
Когда Чингук бросил на нее этот взгляд, утвердивший ее в своей любви, это был не просто мимолетный миг, это был акт, пропитанный историей, взаимным доверием и нежной принадлежностью, момент, вобравший в себя годы связи, совместного смеха и уютного молчания. While the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak.